Что если мутации из фантастических фильмов уже существуют в реальности? Один человек рождается с синей кожей и живет так всю жизнь, другой с костями, растущими прямо сквозь мышцы, превращая тело в живой камень. Есть мужчина, чье лицо полностью покрыто древесными наростами, а в Индии зафиксирован ребенок с 4 руками и 4 ногами. Это не кино и не фотошоп. Это задокументированные медицинские случаи, которые ставят ученых в тупик до сих пор. Впереди самые тревожные мутации, которые когда-либо находили у людей и животных. Начнем с того, что выглядит как кадр из фильма ужасов, но произошло в реальности. В 1975-м в американском штате Кентукки врачи обследовали семью Фугейт. Несколько поколений этой семьи рождались с кожей насыщенного синего цвета. Не голубоватый, не бледный, а именно синий, как черняка. Причина оказалась в редчайшей генетической мутации, при которой кровь не переносит кислород нормально, а гемоглобин приобретает темный оттенок, просвечивающий сквозь кожу. Люди жили, работали, рожали детей, и все это время выглядели так, будто их тела медленно задыхаются. Никто из них не умер от этого состояния. Они просто были синими. Но семья Фугейт — это почти безобидная история на фоне того, что происходит с людьми, страдающими фибродисплазией, оссифицирующей прогрессивной. Это заболевание превращает мышцы, сухожилия и связки в кость. Буквально. Тело начинает строить второй скелет поверх первого. Американец Гарри Истлок заболел в 5 лет. После небольшой травмы колена его мышцы начали окаменевать. К 40 годам он не мог двигаться вообще. Его тело стало монолитной костяной конструкцией, в которой подвижными оставались только губы. Перед смертью в 1973-м он завещал свое тело науке. Его скелет до сих пор хранится в музее Мюттера в Филадельфии и является единственным в мире экспонатом такого рода. Любое хирургическое вмешательство при этой болезни лишь ускоряет окаменение. Тело реагирует на любое повреждение тканей созданием новой кости. Даже укол иглы может запустить процесс. В 2000 году в Индонезии к врачам обратился мужчина по имени Деде Косвара. Его руки и ноги были покрыты темными древесными наростами, похожими на корни старого дерева. Каждый нарост весил от 100 граммов до полукилограмма. Причиной стало сочетание редкой генетической мутации иммунной системы и вируса папилломы человека. Из-за дефектного гена его организм не мог подавить рост вирусных образований, и они разрастались годами без остановки. Хирурги удалили около 6 килограммов наростов в 2008-м. Через несколько лет они выросли снова. Деде прооперировали еще раз, и снова безрезультатно. Вирус продолжал побеждать. Среди животных картина не менее тревожная. В 2016-м в Турции фермеры обнаружили козленка, родившегося с человекоподобным лицом, плоскими чертами, широко расставленными глазами и укороченной мордой. Местные жители решили, что это знамение. Ветеринары установили, что причиной стал циклопамин, вещество, которое беременная коза получила, поедая ядовитое растение чимерицу. Это вещество блокирует нормальное развитие черепа плода. Козленок прожил несколько часов. В 2014-м в Китае рыбаки выловили акулу с 2 полностью сформированными головами. Обе головы имели собственные челюсти, глаза и жабры. Ученые из университета Малаги, изучавшие аналогичный случай с 2-головым зародышем голубой акулы, установили: причиной стала генетическая мутация, нарушающая деление клеток на ранних стадиях развития. Подобные особи почти никогда не выживают в дикой природе. 2 головы создают противоречивые нервные сигналы, и животное не может нормально плыть или охотиться. В штате Огайо в 2012-м охотники подстрелили белохвостого оленя с 7 ногами. 4 из них были полноценными и функциональными, 3 — рудиментарными отростками, торчащими из разных частей тела. Это явление называется полимелия. Избыточное развитие конечностей из-за сбоя в генетической программе во время формирования эмбриона. Олень жил в дикой природе и, судя по следам износа копыт, передвигался самостоятельно на протяжении нескольких лет. Каждый из этих случаев задокументирован, сфотографирован и изучен. Ни один из них не является легендой или городской байкой. И это только начало списка. Некоторые мутации не видны снаружи. Они прячутся внутри тела и обнаруживаются только тогда, когда становится слишком поздно что-то менять. В 1999-м в Египте хирурги провели операцию на 6-летнем мальчике, жаловавшемся на боли в животе.
Внутри они обнаружили частично сформированного близнеца с конечностями, позвоночником и зачатками внутренних органов. Это явление называется fetus in fetu. Один эмбрион поглощает другого на ранней стадии беременности, и поглощенный близнец продолжает развиваться внутри тела брата или сестры. К моменту операции паразитический близнец весил около 1 килограмма. Мальчик выжил. Всего в медицинской литературе зафиксировано около 100 случаев этого явления по всему миру. В 2008 в Греции женщина обратилась в больницу с увеличивающимся уплотнением в груди. На операционном столе хирурги извлекли оттуда эмбрион с частично сформированными конечностями и позвоночником. Женщине было 27 лет, и она понятия не имела, что носит это в себе с рождения. Но fetus in fetu – это все же крайняя редкость. Куда более распространена химера, состояние, при котором один человек содержит в своем теле 2 различные ДНК. Это происходит, когда 2 оплодотворенных яйца сливаются на ранней стадии и развиваются как один организм. В 2002 американка Лерон Стромен сдала ДНК-тест в рамках судебного дела об опеке над детьми. Результат показал, что она биологически не является матерью своих собственных детей. Ее кровь содержала одну ДНК, а клетки матки – другую. Она была химерой. Ее репродуктивная система принадлежала генетически другому человеку, который никогда не существовал отдельно. Суд едва не лишил ее родительских прав, пока эксперты не разобрались в ситуации. В 2015-м в США мужчина по имени Крис Лонг получил пересадку костного мозга от донора. Через несколько лет анализы показали, что его кровь полностью сменила ДНК на донорскую. Его собственная генетика в крови исчезла. При этом ДНК в клетках кожи, волос и слюны осталась его. Технически он превратился в химеру искусственного происхождения. У животных подобные случаи фиксируются регулярно. В 2006-м в Германии ученые описали кошку-химеру, у которой половина тела была окрашена в один цвет, а вторая половина в другой, причем граница проходила точно по центру морды и туловища. Генетический анализ подтвердил, 2 части тела содержали разные наборы ДНК. Внешне это выглядело как 2 разных животных, сшитых вместе. Отдельного внимания заслуживает синдром Протея, мутация, при которой отдельные части тела растут непропорционально и не останавливаются. Именно это заболевание было у Джозефа Мерика, знаменитого человека-слона, жившего в викторианской Англии в XIX веке. Его голова достигала в окружности почти 90 сантиметров, правая рука была вдвое толще левой, а костные наросты деформировали все тело. Мерик не мог спать лежа, давление головы на позвоночник грозило смертью. В 27 лет он умер во сне, попытавшись лечь как обычный человек. Вскрытие показало, что шея не выдержала веса черепа. В 2017-м в Бангладеш зафиксирован случай с 4-летним мальчиком, у которого синдром Протея вызвал рост левой ноги до размеров, несовместимых с нормальным передвижением. Нога весила больше, чем весь остальной его организм. Хирурги провели частичную ампутацию, однако рост тканей продолжился и после операции. Мутация изнутри не оставляет следов на поверхности, до тех пор, пока тело не начинает разрушаться само себя изнутри. Животные дают нам возможность наблюдать мутации в их самом чистом виде, без медицины, без вмешательства, просто природа, которая сломалась и пошла в другую сторону. В 2014-м на ферме в американском штате Висконсин родился теленок с 2 полностью сформированными головами на одном туловище. Обе головы двигались независимо, обе пытались сосать молоко одновременно. Фермер снял видео, которое разошлось по всему миру. Ветеринары установили, что это дицефалия, состояние, при котором эмбрион начинает делиться на близнецов, но процесс останавливается на полпути. Теленок прожил 2 суток. Оба мозга работали одновременно, но сердечно-сосудистая система не справилась с нагрузкой. В том же году в Китае в провинции Хэнань свинья принесла поросенка с одним глазом посередине лба и хоботоподобным носом над ним. Классический циклоп – явление, которое в древности порождало мифы, а сегодня объясняется мутацией гена, отвечающего за разделение мозга на 2 полушария. Когда этот ген не срабатывает, глаза не расходятся в стороны и сливаются в один. Поросенок прожил несколько часов. Хозяин сохранил тело,
тело и показывал его туристам за деньги. В 2016-м в Австралии охотники обнаружили кенгуру-альбиноса с детенышем в сумке, и детеныш тоже оказался альбиносом. Это само по себе редкость, поскольку вероятность двух альбиносов подряд в одной линии исчезающе мала. Но куда более тревожным оказался случай в 2019-м в Южной Африке, где сфотографировали жирафа-альбиноса. Белый жираф в саванне – это приговор. Без камуфляжной окраски он виден хищником за километры. Его мать погибла через 3 месяца после появления снимков. Детеныш исчез примерно тогда же. Мутации окраски у животных встречаются в самых неожиданных формах. В 2012-м в американском штате Луизиана рыбаки поймали омара, у которого правая половина тела была оранжевой, а левая — коричневой. Это генандроморфизм, состояние, при котором левая и правая стороны тела принадлежат разным биологическим полам и несут разный генетический материал. У омаров правая и левая стороны при этом синдроме буквально окрашиваются по-разному. Рыбаки передали его в аквариум, где он прожил еще несколько лет. В 2018-м в Канаде орнитологи поймали зябликовую птицу с идеально выраженным генандроморфизмом. Левая половина тела имела яркое красное оперение самца, правая — бурое оперение самки. Граница проходила точно по центру грудки. Птица была полностью здорова и вела себя нормально, хотя другие особи ее вида не знали, как на нее реагировать. Но самый тревожный сигнал природного сбоя пришел не от отдельных особей, а от целых популяций. В 90-х годах в американских штатах Миннесота и Висконсин биологи начали массово находить лягушек с 3, 4 и 5 задними ногами. В некоторых водоемах доля деформированных особей достигала 60% от всей популяции. Поначалу ученые грешили на паразитов и частично были правы. Плоский червь рибейроя проникает в эмбрионы лягушек и нарушает формирование конечностей. Однако дальнейшие исследования показали, что химические загрязнители в воде усиливали активность паразита в десятки раз. Природа и человек вместе сломали одну и ту же систему с двух сторон. В 2021-м в Японии выловили рыбу-фугу с 2 полностью развитыми хвостовыми плавниками, расположенными перпендикулярно друг другу. Генетический анализ показал мутацию в гене, контролирующем ось симметрии тела. Та же самая мутация у человека приводит к транспозиции внутренних органов, состоянию, при котором сердце находится справа, а печень слева. Около 1 человека на 10 тысяч живет именно так, часто не зная об этом до первой серьезной операции. Природа не ломается внезапно. Она ломается постепенно, тихо, и каждый такой случай — это точка на карте, которую ученые наносят уже несколько десятилетий подряд. Есть мутации, которые не уродуют тело снаружи и не прячутся внутри органов, они переписывают саму программу жизни, и человек об этом даже не подозревает. В 1979-м в итальянской деревне Триора врачи зафиксировали первый случай смертельной семейной бессонницы. Мужчина средних лет перестал спать. Не просто страдал от бессонницы, он физически утратил способность засыпать. Через несколько месяцев без сна у него начались галлюцинации, затем деменция, затем полный распад личности. Через 9 месяцев он умер. Вскрытие показало, что таламус, отдел мозга, регулирующий сон, был полностью разрушен. Причиной оказался прион, аномально свернутый белок, который запускает цепную реакцию разрушения мозговой ткани. Эта мутация передается по наследству. Впоследствии выяснилось, что тем же геном обладают еще несколько десятков членов этой семьи по всей Италии. Некоторые из них знают об этом, некоторые предпочли не проверяться. В 2001-м генетики описали мутацию гена миостатина у 2-летнего мальчика из Германии. Миостатин — это белок, который ограничивает рост мышечной ткани и не дает мышцам разрастаться бесконтрольно. У мальчика этот ген не работал. В 2 года он мог удерживать вытянутыми руками гири весом по 3 килограмма. Его мышечная масса вдвое превышала норму для его возраста. Мать ребенка сама была носительницей мутации и работала профессиональным спортсменом. Ученые наблюдали за мальчиком годами. Физически он был здоров. Фармацевтические компании немедленно начали исследования с целью создать препарат, блокирующий миостатин искусственно, для лечения мышечной дистрофии и, разумеется, для спортивной фармакологии. Та же мутация была обнаружена у породы собак, бельгийских малинуа. Несколько особей с отключенной
измененным геном миостатина выглядели как собаки, накачанные стероидами. Удвоенная мускулатура, минимальный жир, рельеф, не характерный для этого вида. В научной литературе их назвали двойными мускулами. Они были полностью здоровы и агрессивнее обычных особей. В 2008-м в Пакистане ученые описали семью, в которой несколько детей не чувствовали боли вообще. Совсем. Ни физической, ни от ожогов, ни от переломов. Один из мальчиков зарабатывал деньги уличными выступлениями. Ходил по углям и втыкал ножи в руки. В 14 лет он погиб, прыгнув с крыши. Не потому что хотел умереть, а потому что не понял, насколько это высоко. Мутация затрагивала натриевый канал в нервных клетках, полностью блокируя передачу болевого сигнала. Боль — это не слабость, это система оповещения. Без нее тело разрушается незаметно, суставы стираются, переломы остаются без лечения, ожоги инфицируются. В 2016-м в Китае описали семью с противоположной мутацией — синдромом эритромелалгии, при котором болевые рецепторы активированы постоянно. Любое тепло, любое прикосновение, любое изменение температуры вызывало нестерпимую жгучую боль. Члены семьи держали руки в ледяной воде часами, чтобы притупить ощущения. Спали только при открытых окнах в мороз. Обезболивающие не помогали. Мутация делала болевые каналы нечувствительными к стандартным препаратам. В 2019-м шотландская женщина по имени Джо Камерон обратилась к врачам после операции на бедре. Хирурги были удивлены. Она не просила обезболивающих ни во время, ни после процедуры. Анализ показал мутацию в гене ФААХ, контролирующем расщепление эндоканнабиноидов, веществ, которые мозг производит для снятия боли и тревоги. У нее этот ген работал на максимум всю жизнь. Она никогда не испытывала тревоги, почти не чувствовала боли и всегда была в хорошем настроении. Ей было 71 год, и она узнала об этом впервые. Генетический код — это не приговор и не гарантия. Это черновик, в котором природа иногда делает ошибки. А иногда то, что выглядит как ошибка, оказывается чем-то совершенно другим. Некоторые мутации не убивают и не калечат, они создают существ, которые живут по правилам, недоступным остальным. В 2009-м генетики из Калифорнийского университета описали женщину, которую назвали просто ДЖ. Она спала по 4 часа в сутки. Не из-за бессонницы, не через силу, а потому что ее организму этого было достаточно. Она просыпалась отдохнувшей, работала весь день без усталости и ложилась спать снова через 20 часов. Анализ показал мутацию в гене DEC2, регулирующем циклы сна. У нее и ее дочери, унаследовавшей ту же мутацию, мозг проходил все фазы восстановительного сна за вдвое меньшее время. Никаких побочных эффектов, никаких когнитивных нарушений. Просто 4 часа вместо 8 всю жизнь. В той же Калифорнии в 2012-м описали мужчину с мутацией гена PCSK9. Этот ген регулирует уровень холестерина в крови. У носителей мутации холестерин остается аномально низким, независимо от питания. Мужчина ел все, что хотел. Не занимался спортом и в 60 лет имел артерии в состоянии 30-летнего. Фармацевтические компании потратили миллиарды на создание препарата, имитирующего эффект этой мутации. Препарат вышел на рынок в 2015-м. Но самый поразительный случай человеческой мутации с положительным эффектом зафиксирован в 2017-м в Италии. Мужчина по имени Серджио Кастеллано обратился в клинику для обследования перед операцией. Анализ крови показал аномалию. Его иммунные клетки уничтожали раковые клетки с эффективностью в сотни раз превышающей норму. Генетики обнаружили мутацию в рецепторах Т-лимфоцитов, которая позволяла им распознавать опухолевые клетки, невидимые для обычной иммунной системы. Кастеллано никогда не болел раком, хотя курил 40 лет. Его мутация легла в основу исследований по созданию нового класса иммунотерапии. У животных мутации исключения встречаются в формах еще более радикальных. Голый землекоп – небольшой грызун из Восточной Африки. Живет до 30 лет при средней продолжительности жизни грызунов схожего размера в 3-4 года. Он не болеет раком, ни одного задокументированного случая опухоли у этого вида не зафиксировано. Его клетки производят особую версию гиалуроновой кислоты, которая физически блокирует бесконтрольное деление. Кроме того, он не чувствует боли от кислоты и перекиси водорода. Его болевые рецепторы не реагируют на эти раздражители. В 2020-м японские ученые встроили ген голого землекопа, отвечающий за синтез этой кислоты, в геном мышей. Мыши с измененным геном жили на 15% дольше контрольной группы и болели раком значительно реже.
В 2018 в Гренландии ученые исследовали гренландских акул, пойманных для анализа. Радиоуглеродное датирование показало, что одна из особей прожила около 400 лет. Она родилась примерно в 17 веке. Секрет в аномально медленном метаболизме и особом строении белков хрусталика глаза, которые не обновляются с рождения и служат природным счетчиком возраста. Половой зрелости эта акула достигла примерно в 150 лет. В 2022 в Мексике зоологи зафиксировали аксолотля, водную саламандру, которая полностью регенерировала поврежденный спинной мозг за 8 недель. Аксолотли известны способностью к регенерации конечностей, но восстановление спинного мозга с полным возвратом двигательных функций было задокументировано впервые. Ген, отвечающий за этот процесс, присутствует в заблокированной форме в геноме человека. Разблокировать его – одна из активных задач современной регенеративной медицины. Мутация может быть катастрофой, а может быть преимуществом, опередившим свое время на миллионы лет эволюции. Разница лишь в том, какой именно ген сработал не так, как было задумано. Когда клетки перестают подчиняться общей программе, тело превращается в поле битвы, где правила устанавливает мутация, а не хозяин. В 1951 в больнице Джонса Хопкинса в Балтиморе у 30-летней женщины по имени Хенриетта Лакс взяли образец опухолевой ткани шейки матки. Женщина умерла через 8 месяцев. Но ее клетки не умерли. Они продолжали делиться в лаборатории, день за днем, год за годом, десятилетие за десятилетием. Обычные человеческие клетки делятся примерно 50 раз, после чего запускается программа самоуничтожения. Клетки Хенриетты Лакс эту программу не имели. Мутация полностью отключила механизм клеточной гибели. Сегодня, спустя более 70 лет, ее клетки живут в лабораториях 190 стран. Суммарная масса всех выращенных образцов давно превысила массу самой Хенриетты. На этих клетках была разработана вакцина от полиомиелита, протестированы первые химиотерапевтические препараты и проведены тысячи других исследований. Та же мутация, отключение клеточной гибели, лежит в основе всех злокачественных опухолей. Но в 2005 ученые описали случай, который вывернул эту логику наизнанку. У тасманийских дьяволов была обнаружена опухоль, которая передавалась между особями как инфекция через укусы во время драк. Раковые клетки одного животного выживали в теле другого и продолжали делиться. Это называется трансмиссивный рак. Явление, которое до этого считалось биологически невозможным для позвоночных. Иммунная система тасманийских дьяволов не распознавала чужеродные клетки как угрозу из-за критически низкого генетического разнообразия популяции. К 2008-му болезнь уничтожила 80% популяции на востоке Тасмании. В 2015-м аналогичный трансмиссивный рак обнаружили у двустворчатых моллюсков, мидий и ракушек, сразу в нескольких океанах одновременно. Раковые клетки путешествовали в воде и заражали новых хозяев на расстоянии 1000 километров. Это был первый задокументированный случай рака, распространяющегося через морскую среду. Но клетки бунтуют не только превращаясь в опухоли. В 2003-м в Бразилии описали мужчину с аутоиммунной мутацией, при которой иммунная система атаковала исключительно пигментные клетки кожи. За 3 года его тело полностью обесцветилось. Не пятнами, как при витилиго, а равномерно, с головы до ног, включая волосы и брови. Анализы показали, что иммунные клетки действовали с хирургической точностью, уничтожая меланоциты и не трогая ничего другого. В 2010-м в Индии зафиксировали случай агрессивного лимфоцитоза у девочки 8 лет. Ее белые кровяные тельца размножались в 20 раз быстрее нормы, не превращаясь в раковые, а оставаясь функциональными. Иммунная система работала настолько интенсивно, что атаковала собственные органы. Девочка одновременно имела иммунитет к любой инфекции и медленно разрушалась изнутри от собственной защитной системы. В 2018-м в Нидерландах генетики описали мутацию в гене типе 53, главном супрессоре опухолей в человеческом геноме. У носителей этой мутации, известной как синдром Ли-Фраумани,
риск развития рака в течение жизни составляет 90%. Некоторые члены описанной семьи перенесли по 3-4 независимых онкологических заболевания в разных органах на протяжении жизни. Один из пациентов к 50 годам прошел лечение рака молочной железы, саркомы, опухоли мозга и рака надпочечников и был жив на момент публикации. Клетки не принимают решений, они просто выполняют инструкции, записанные в ДНК. Когда инструкция сломана, они делают именно то, что в ней написано. Даже если это убивает хозяина. Все, о чем говорилось раньше-то, это отдельные случаи, отдельные люди, отдельные животные. Но есть мутации, которые затрагивают не одного человека, а целые линии, целые популяции, и указывают на то, что эволюция движется в направлении, которое никто не планировал. В 2014-м генетики из Гарварда опубликовали результаты анализа ДНК тибетцев, живущих на высоте 4000 метров над уровнем моря. У них обнаружили мутацию в гене EPAS1, регулирующем реакцию организма на нехватку кислорода. Эта мутация позволяет крови переносить кислород эффективнее при разреженном воздухе, не вызывая загустения крови, главной причины гибели людей на больших высотах. Самое поразительное, анализ показал, что эта мутация была получена тибетцами не в результате собственной эволюции, а путем скрещивания с денисовцами, вымершим видом людей, исчезнувшим 40 тысяч лет назад. Фрагмент чужого генома, встроенный в ДНК современных людей, до сих пор спасает жизни на высокогорье. Но если тибетская мутация — это эволюционный подарок, то то, что происходит с популяцией белых медведей в Арктике, это эволюционный сигнал тревоги. В 2012-м норвежские биологи зафиксировали массовое появление гермафродитных особей в популяции белых медведей архипелага Шпицберген. У самок обнаруживались рудиментарные мужские половые органы, у части самцов — недоразвитые женские структуры. Причиной стали полихлорированные бифенилы, промышленные загрязнители, накопившиеся в арктической пищевой цепи за десятилетия. Эти вещества имитируют половые гормоны и вмешиваются в генетическую программу развития плода. Это не единичная мутация, это направленное химическое давление на целую популяцию, меняющее ее генетику в реальном времени. В 2020-м исследователи из Мельбурнского университета опубликовали данные о новой мутации, обнаруженной у людей, выросших в прибрежных районах Юго-Восточной Азии. Племя Баджао, морские кочевники, проводящие большую часть жизни под водой, имеют селезенку на 50% крупнее среднестатистической. При нырянии селезенка сжимается и выбрасывает в кровь дополнительные эритроциты, увеличивая запас кислорода. Мутация в гене PDE10A закрепила это свойство генетически. Баджао могут нырять на глубину до 70 метров и задерживать дыхание на 13 минут. Это не тренировка, это измененная ДНК. Но самый тревожный сигнал неконтролируемой эволюции пришел не от людей и не от животных. В 2019-м в нескольких больницах одновременно в США, Великобритании и Индии был выявлен штамм грибка Candida auris с полной устойчивостью ко всем известным противогрибковым препаратам. Летальность при заражении составляла от 30 до 60%. Мутация, обеспечившая устойчивость, возникла независимо на 3 разных континентах практически одновременно, без какого-либо контакта между штаммами. Ученые назвали это явление конвергентной эволюцией под давлением среды. Разные организмы в разных точках планеты приходят к одному и тому же генетическому решению, потому что среда одинаково изменилась везде. Антибиотики и противогрибковые препараты создали отбор, при котором выживает только то, что умеет их игнорировать. В 2023-м вирусологи из Токийского университета описали мутацию в геноме вируса гриппа, которая позволяла ему уклоняться от распознавания иммунными клетками, перестроив поверхностные белки за один цикл репликации. Один цикл — это 8 часов. За сутки вирус успевал сменить иммунологический профиль трижды. Это не гипотетическая угроза. Это задокументированный лабораторный факт. Эволюция не спрашивает разрешения. Она не движется к совершенству. Она движется к выживанию любой ценой. И иногда цена — это все, что мы считали нормой. Вначале был вопрос, существуют ли мутации из фантастических фильмов в реальности. Ответ – да, но реальность оказалась одновременно страшнее и удивительнее любого сценария. Человек с синей кожей существовал,
и его звали Бенджамин Стейси, родившийся в 1975 в Кентукки прямым потомком семьи Фугейт. При рождении он был насыщенно синим. Врачи запаниковали, решив, что младенец задыхается, но он дышал нормально, просто синий. С возрастом цвет немного потускнел, но губы и ногти оставались синеватыми всю жизнь. Он работал, женился, растил детей. Умер своей смертью в преклонном возрасте. Человек с костями, растущими сквозь мышцы, тоже существовал. Это Гарри Истлок, чей окаменевший скелет стоит в музее Филадельфии и сегодня. Любой желающий может его увидеть. Это не экспонат из прошлого. Фибродисплазия, оссифицирующая, прогрессивная, существует прямо сейчас, и в мире живет около 900 подтвержденных носителей этого диагноза. Лечения нет до сих пор, но финальный факт, который стоит унести с собой, касается не отдельного человека и не отдельного животного. В 2012-м группа генетиков из Вашингтонского университета завершила масштабный анализ генома современного человека. Результат был опубликован в журнале «Природа». Выяснилось, что у каждого живого человека в геноме содержится от 100 до 200 де-ново мутаций, то есть новых генетических изменений, которых не было ни у одного из его родителей. Эти мутации возникли заново, в этом конкретном человеке, впервые. Большинство из них нейтральны. Некоторые вредны, единицы потенциально полезны, но они есть у каждого. Прямо сейчас, читая это, вы несете в каждой клетке своего тела от 100 до 200 генетических изменений, которых не существовало до вашего рождения. Вы уже мутант. Просто ваши мутации пока не проявились видимым образом. В 2022 ученые из Кембриджа опубликовали исследование, показавшее, что скорость накопления мутаций в клетках человека за последние 100 лет увеличилась. Причины – ультрафиолетовое излучение, химические загрязнители, радиационный фон, изменение питания. Тело мутирует быстрее, чем 100 лет назад. Большинство этих мутаций гасятся системами репарации ДНК. Молекулярными механизмами, которые находят ошибки и исправляют их. Но системы репарации не идеальны. Одна ошибка из миллиона проходит сквозь все фильтры и закрепляется. Именно так появилась семья Фугейт с синей кожей. Именно так появился мальчик в Германии с удвоенными мышцами. Именно так появились баджао с увеличенной селезенкой. Именно так тибетцы получили ген вымершего человека, который спасает их на высоте 4000 метров. Мутация — это не сбой. Это механизм. Он работал 3 миллиарда лет до появления человека и будет работать после. Он не различает удобное и неудобное, красивое и уродливое, смертельное и спасительное. Он просто вносит изменения снова и снова, в каждом поколении, в каждом организме, на каждом континенте. Граница между нормой и мутацией существует только в наших головах. В геноме этой границы нет никогда.